Хай, вы на канале Барбариска. По названию этого ролика вы уже все прекрасно поняли. Это влог по городу России, по столице Республики Татарстан. Это влог по Казани! Это видео я записываю в августе 2023 года. И вы можете подумать, что в Казани я была тоже летом. Но все не так. В Казани я была в апреле 2023 года. То есть где-то 4 месяца назад. И вот у меня наконец-то получилось смонтировать это видео, и вы сейчас его смотрите. Иногда я из будущего буду встревать в это видео, что-то комментировать и добавлять какие-то детали. Ладно, не буду вас отвлекать. Всем приятного просмотра, и мы переносимся в апрель 2023 года. Нам дали вот тапки, влажные салфетки, тут щетка, паста, тут еда. Мы приехали, наши соседи вышли, вот, верхние места вот такие, и нижние места. И там вот это вот выдвигается, и там кровать. Вот такое окошко можно сделать вот так. Ой, я ударилась. И вот так. А можно вообще закрыть. Мама просила показать, вот тут сейф есть. Все, мы уже нацепили очки солнечные, потому что ярко солнце светит. Светит дорогой. Нам принесли еду. Мне принесли сок апельсиновый. И кашу. Хорошо, спасибо. Ну, что у тебя, безешка? Вот, есть ее. Чекаем кашу. Знаешь, как в Питере. Двери закрываются. Следующая станция очень Тукай. Sağ kılavuz ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Тукай мәйданы станциясе. Please be careful. The doors are closing. The next station is Tukay Square. Ой, какая прелесть! Зачем? Скамейка влюбленных. Прикольно. Погода просто шикарная, светит солнышко, тепло, наверное, где-то 10 градусов. Заселение у нас только через час, но, может быть, нас впустят и пораньше. Сейчас посмотрим. Мы идем заселяться на 40 минут раньше, благодаря мне, потому что это я предложила написать арендодателю, чтобы он впустил нас пораньше, если апартаменты готовы. Итак, сейчас будет рум-тур. Это входная дверь с зеркалом, что очень хорошо. Вешалки, тут полочки. Дальше идет ванная. Туалет, раковина такая маленькая, зеркало. Опять вот так вот делаем. Оп. И оно вот так вот зажигается красиво. Фен, розетки, стиральная машинка. Такая вот. Мам.
Вот это типа душа, да? Да. Это душ. Вот шкаф с зеркалом, такая вот кроватка с двумя ночниками. Один я что-то с ним сделала, и он теперь вот так вот болтается. Ой, ну не надо все. Еще раз трогать его специально вот так болтает. Смотри, какой потолок здесь просто голый бетон не обработан. Уа, классно! Такие у нас окна большие, диван такой красивый, коврик, телевизор, и вокруг него такая вот красивая штука. Стол, тут даже вот конфетки есть, приправы есть, какие-то мини-зеркала, окно, водичка, микроволновка, чайник, плита, раковина, духовка, холодильник. Ну что, пойдем что ли? Сейчас мы идем в музей Чак-Чака, национальной татарской сладости и символа гостеприимства. Ура! Там мы узнаем об истории этой сладости и попробуем ее. Нормально? Да. Ура! Это татарский театр кукол и кият, в который мы, к сожалению, не пойдем. Но он красивый. Какой Чак-Чак? Ё-моё. Это не один. Сундучки, да? У вас на тарелочках чак-чак. Бочонок рядом, шутку мы его называем старший брат чак-чака. Это бурсак. Пастила с орешком называются коктыш. Пастилу с орешком ешьте вместе, они дополняют друг друга. Пастила кисленькая с черной смородиной, а миндальный орешек сладкий. Сладкая клубничная пастила. Пробуйте, пожалуйста, чак-чак. Приятного вам чаепития, угощайтесь. Я буду продолжать свой рассказ. Когда нарезали тесто для чак-чака, звук ножа о доску тук-тук перешел в название чак-чак. На самом деле, в переводе с древнетюркского чак-чак означает мелочь, чуть-чуть, вот как сладость. Второе угощение бурсак готовится абсолютно из тех же ингредиентов, что и чак-чак. И в переводе с древнетюркского он, вернее, переводится как крупный. И иногда бывает даже чистый сахар. А, к примеру, в Казахстане бурсак так и остался в виде хлебушка. Он жарится и на вкус как самый настоящий хлеб. Лерита прислала 2 файла с музыкой с вечера песни в Питере. Один файл на час, другой на 5 минут. Сейчас я как раз вот слушаю и просто кайфую, и как будто бы я сейчас там, как будто бы я там была, но я сейчас в Казани. Но очень приятно получать такие вот эмоции, даже на расстоянии. Я хочу сказать спасибо всем, кто со мной держит сейчас связь, делится тем, что там у вас вообще происходит в Питере. Присылайте мне кружочки, сообщения и так далее. Вообще просто сердечки. Сейчас мы пойдем на завтрак, а потом мы пойдем на экскурсию по Казанскому Кремлю.
батончик. О, да. Наконец-то. Ну, мы сейчас, конечно, есть идем. Ну и что? Так, у нас час. Не веду. Вот, мне принесли салат Юмарт. Это элеш, это эчпачмак, это татарский чай, а маме принесли наги. Такая вот тарталеточка. Уф. Ну, красота. Так, сейчас я буду пробовать. Попробую. Сейчас я буду пробовать свой салат. Юмарт, что означает щедрый. О, я запомнила. Это что за соус? А, это сметана, наверное. Курочка. Сметанным, да. Это очень вкусно. Так, вот я пробую элеш. Там внутри курица, походу, и картошечка. Это вкусно. Нет, действительно, тут очень вкусная еда. Я думаю, тут нигде для меня не найдется такого, что бы я не ела. Эчпачмак — это грибы с картошкой, да? Нет, говядина с картошкой. Это просто божественно. Это татарский чай, да? С травами там какими-нибудь. Ну да, сейчас попробуем. Нет. Вкусный, да. Ну, по запаху и по вкусу уже чувствуется. Там травы. Очень вкусно. Все, я остаюсь здесь жить. Ну да, мы уже знаем, где университет там. Татарстан, да. в Казани. Да, все. Я считаю, можно остаться. Можешь жить. поступать здесь на подпольше, почему? Мне нравится. У нас остался час до экскурсии, поэтому я сейчас пойду фоткать достопримечательности. Меня. Нет, мечеть буду фоткать. Вот оно. Вот оно. Боже мой, как мы близко. Мечеть Кул-Шариф имеет 4 высоких минарета высотой 57 метров, 2 малых минарета и 2 декоративных минарета, которые украшают входной портал. Минарет – это башня, с которой читается азан, призыв к молитве, пятикратной молитве мусульман. Мы смотрим на Спасскую башню со стороны Кремля. Здесь она отличается от того вида, который мы видели на площади 1 мая. Здесь пристроена вот эта вот треугольная крыша. Это надвратная церковь. Она была построена для хранения походной иконы Ивана Грозного и других реликвий штурма Казани. Окна и стрельчатые ниши надвратной церкви смотрят на единственную улицу Казанского Кремля, которая является самой древней улицей в нашем городе. Но у мечети Кул-Шариф азан на улицу сюда не читается. Вообще вот эти вот башенки, они исторически созданы для того, что туда поднимался наверх азанчи. Раньше же не было микрофонов и громкоговорителей, в исторических. Туда поднимался и кричал вот этот вот азан во весь голос. И все, кто слышал этот азан, эта округа относилась к этой общине. Мы заказали чак-чак, такой маленький, и ерату, такая огромная штука. Вот, надеюсь, она вкусная. Прикольная, да. Вкусная. Да. Но я бы не сказала, что это похоже на пончик. Купол выполнен в форме казанской шапки, короны казанских ханов, которая сегодня хранится в оружейной палате в Москве, рядом с шапкой Мономаха. Окна вырезаны в форме тюльпана. Тюльпан является символом весны, процветания, возрождения. И тюльпан считается цветком Аллаха, потому что в написании слова «Аллах» и «тюльпан» используются в арабской каллиграфии похожие буквы, одинаковые буквы. В облицовке используется белый уральский мрамор. Одна из этих мечетей, мечеть Марджани, никогда в жизни не закрывалась, даже в советское время. И то есть это мечеть, которая как с момента согласования Екатерины II ее построили, так она и была, так она и сохранилась. И вот, возможно, за эти две мечети, возможно, еще за другие ее поступки мусульмане, татары, любя, прозвали Екатерину II Эби Паша.
что в переводе с татарского значит бабушка, царица. И это не значит, что она старая, а то, что она такая мудрая. Так она вот подошла очень с мудростью ко всем просьбам татар. И когда ей начали писать православные сказания русские, говорить: ты знаешь, Екатерина II, они ведь начали свои минареты строить очень высоко, выше наших колоколен. Поэтому пускай строят так, как им надо строить. Эти лестницы. Ой, как тут красиво. Только мы хотели уходить, но вот все зажглось. Мы будем знать. Вот там все внутри красиво же. Обидно. Но зато зажглось красиво. Блин. Я же сказала. Ой, и та мечеть зажглась. Ё-моё. Вот, я взяла сок. Потом мы купим пиццу и будем смотреть Супер Ниндзя. Финал. Мама, не смотрите. Ой, как красиво. Ой. Может, еще на завтра останется пару кусочков. Или мы все съедим. Да ё. Так я хочу сама. Что за бред? Ну ладно. Так топает. Я хочу писать, сколько времени надо собираться. Красиво. Красиво. Ты вошла в мою грешность. Какой ужас. Это этот, я забыла. Этот злой дух. Как его? Почему тут нет нигде вывески? Вот этот написано. Это злой дух. Где? При мне. Ну, все понятно. Нам рассказывали про это существо, просто на тот момент я забыла, кто это. Это дух леса Шурале. Вроде бы, насколько я помню, он там щекотал людей, которые заходили в лес. В татарской мифологии Шурале представляется как существо с длинными руками и пальцами и очень высокий. Иду снимать красивые виды. Сегодня утром приехали мои друзья в Москву из Питера. А я еще в Казани тут тусуюсь. Тут, да. Посмотрите, какая красота. Ой. Ну, я считаю, это очень красиво. Там вон люди на лодочках каких-то или что там, катамараны. Ой, в общем, красота.
Сейчас у нас будет экскурсия по Старо-Татарской Слободе. Это мне ничего не говорит. А где? Это вот тут вот это Старо-Татарская? Нет. Где? Мы пойдем туда, где мы были в музее Чак-Чак. Там, где старые дома, старые эти, как они называются, мечети. Угу. Понятно. Почему мы тут встречаемся? Не знаю. А вечером мы пойдем в театр. Вот в этот. Какой? Этот? Да, там мало. Вот в этот театр мы пойдем сегодня вечером. Там красиво, 2 самолета. О, да. Ой, красиво. Там 2 самолетика летят. Мы пойдем на «Голубую шаль». Ну, это название спектакля. Это визитная карточка их, я так поняла. Там все будет на татарском, и нам дадут переводчики. Наушники с синхронным переводом. Да. Стала татаркой. Видео для Всё. влога. И кот. Ой. Какой хороший. Чем я с котом? Хорошо. Какой хороший кит. Мы пришли в театр и скоро будем смотреть «Голубую шаль». У нас есть наушники, которые мы включим куда-то вот сюда. И у нас будет перевод, получается, с татарского на русский. Сейчас антракт. Ну, честно говоря, мне не очень нравится. Типичная любовная история, когда появляется чел, за которого девушка не хочет выходить замуж. Есть чел, за которого она хочет выйти замуж. И ее заставляют выйти замуж за того, за кого она не хочет. И в конце понятно, что в итоге она выйдет замуж за того, за кого она хочет выйти замуж. Наверняка будет хэппи-энд. Нам не понравилось вообще. No. Слишком затянуто. Там было, как по мне, больше песен, чем сюжета. А, кстати, вот красиво как подсвечивается театр. Вот хотя бы один плюсик. Не, ну красивые костюмы, красиво пели. Ну как-то, не знаю, как-то... Там еще шутки всякие были, какие-то не очень. Я ставлю, я даже не знаю, может еще меньше. Вот не знаю, ну вот... Может 3 из 10. Ну ладно, 4 из 10.
Хотя нет, я устала, капец, там было душно, там еще было туманно. Я ставлю, ну не прям 0, я ставлю 2 из 10. Ужас какой-то. И снова мы встретились с театром кукол Экият. Только теперь он светится. Мы сейчас идем, логично, как обычно, есть. Скамейка счастья. Сядь на скамейку, закрой глаза, проникнись духом нашей родной деревни и увидишь свою путеводную звезду, которая приведет тебя к счастью. Увидела? Конечно. Мама увидела свою путеводную звезду. Тут классно. Ой, атмосферненько как. Там люди едят. Не хочешь здесь поесть? У меня, кстати, он был в этом списке. У мамы было все в списке, я считаю. Или ты хочешь Вся один Казань. просто- Ребят, ну я считаю, это прям красота Мгм. какая-то. Сейчас посмотрим, что есть. Вообще какая. Тут оказались только в основном обеды, поэтому мы идем туда, куда мы изначально планировали, к СТБ. Там очень много таких вот... Ну, типа того, да. Только там... Ну, это же все не КСТБ уже. Там они с разными начинками. У меня такое же сердечко висит дома, только белое. Я взяла себе морс. Он такой маленький. Счастье просто есть. Вкусный морс. Вот такая. Аккуратно. Такое сооружение. О. Это топ. Это топ. 10 из 10. Маме очень понравилось, мне тоже очень понравилось. Мама сказала, что вот в лепешке, ну вот в КСТБ, в чем плюс? В том, что тут меньше хлеба и больше начинки. То есть в тех же бургерах хлеба больше. Мама довольна и хочет приготовить такое дома. Сейчас мы идем на улицу Баумана. Это по типу нашего Арбата. Сейчас мы будем смотреть сувениры на улице Баумана, потому что я хочу себе что-нибудь домой. Мы, конечно, уже купили себе в дом чак-чак, но все-таки хочется, чтобы это осталось не в наших животах, а где-нибудь на полочке. Ой, какой домик миленький, вот этот красненький. Дом предпринимателя. Там в той части улицы, видимо, Где старые дома. Юрты. Правильно прочитала? Если среди моей аудитории есть татары, пожалуйста, скажите, правильно ли я прочитала. Ишмекер. Ишмекер. О. А мама просто, у моей мамы в детстве была подружка татарка, поэтому она вообще шарит за татарский. Она знает только одно слово. Моя мама вспомнила про существование джелатерии. Это, я считаю, рай. Мы очень давно не ели там мороженое. Мы кайфанем по полной, я считаю. Вот оно. Ой. Как были времена. А? О. Вот топчик. Топчик. Я взяла манго и лесной орех. Вообще, я не очень люблю орехи, но надеюсь, что мне понравится. Я радуюсь, как маленький ребенок. Так давно тут не была. Такие воспоминания сразу. Ой. Сейчас сначала с орехом. Да, ты сначала лучше ешь с орехом, потому что манго обычно более яркий вкус, и потом ты не почувствуешь лесной орех. Это вкусно. Это
Это лесной орех. Нет, ну что-то напоминает какую-то сладость. Действительно, может, мороженое. Нет, какую-то конфету. Ну, У нас типа в батончик. номере... ну да, батончик. А если какой батончик? Номер А, конфеты, кстати, похоже на марсианку. Вот эту. Там же орех. Там чизкейк, да, похоже. У мамы фисташковое мороженое и манго. Можно и фисташковое попробовать? Попробуем. Да, вкусненькое тоже. Перехожу к манго. Ой, как оно мягкое. Эти? Есть желато. Вкусно. Есть сорбет. Вот манго это, видимо, как раз сорбет. Видишь, такой более как лед. А вот это желато, более сливочное. Очень вкусно. Я, конечно, извиняюсь, но здесь даже туалет красивый. Ну, какой же кайф. Столько этих фоток. Тут даже вот цветочки стоят. И зеркало такое красивое. Я так хочу эту сумку. Она просто божественная. Все, она моя. Мы сейчас походили по современным магазинам. Ничего отдельного не нашли. Хотела шопер купить, но вообще я один приметила. Просто мы по камину прошли. Ну, я думаю, Петр Третий бы оценил, конечно. Но он бы офигел от цен. Чуть-чуть совсем. А тут я решила блеснуть своим умом. Не знаю зачем. А больше ничего я не знаю из истории. Классно! Это все, что я запомнила на уроках истории. Борис Викторович, не в обиду, пожалуйста. История — это очень классно, просто мне не дается, честно. Мне это просто не дается. Мы пришли в Национальный музей Татарстана. Я вообще не знаю, что там будет. Что-то, наверное, хорошее. Все, я привязана к вам наушникам. У нас один аппарат на двоих, и поэтому я не смогу вперед маму идти. Мне придется идти очень медленно и все слушать. Sahaglar tibrala mikan Kubalaklarga sahaglar tibrala mikan Ulda meni sog'inganda kubalagim tugaragim Asıl qishim sanduqashim jirla jibaram ekan Ulda meni sog'inganda kubalagim tugaragim Asıl qishim sanduqashim jirla jibaram ekan Чего снимает на камеру? Тоже блогер, что ли? Kubalagim tugaragim Asıl qishim sanduqashim jonim olsa kubalag Ushib borib ko'ririm kubalagim tugaragim Asıl qishim sanduqashim jonim olsa kubalag Я хотела как раз себе купить шопер. Изначально я думала между двумя вот этими. В итоге я купила вообще другой, я купила вот этот. Он оригинальный, и он не избитый, его вообще нигде больше нет. Ни в каких там сувенирных лавках и так далее. То есть только в этом вот музее. Сейчас мы идем в Татар. Просто наше любимое место уже, я считаю. Нам принесли суп авылча. У мамы такой же суп. Сейчас будем пробовать. Это божественно. Когда-то я уже такое говорила. Это просто божественно. Мясо попробуем. Очень вкусно. На десерт нам принесли татарский чай, бубудию и кабарту. Такие маленькие пончики. Вообще прикольно.
Это с яйцом? Нет, там рис. Рис, изюм. Ну, как тебе? Мне понравилось, мне понравилось. Хочешь, ты дай. Не, я же хочу, чтобы ты тоже попробовала. Хорошо. Вкусненько. Но в Питере лучше. А? В Питере лучше. Ну, тоже вкусно. Они внутри не такие сладкие, как в Питере. Угу. Они более как будто твердые. Вот, мы уже подходим к Казану. Это ЗАГС. Вот. И смотровая площадка там. Вон там, вдали Кремль и мечеть. Вон там. Еще дворец земледельцев. Да. Вон там. Какая красота. Какая красота. Какое солнце. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Красота. Как много идти. Ой. Красиво, кстати, через эти штуки. Там какие-то профи пришли с какой-то типа камерой, прям с штативом. Будут кто-то, наверное, фоткать. Монастырь, еще одна мечеть. Давай на лестницу сюда. Бегу, бегу, бегу. Смотрите, это замочки любви, замочки, замочки. Как их много. С одной стороны, это классно, но с другой стороны, они вредят, на самом деле, да? Ну, могут вредить, да. Ну, типа весом своим. Ну, а так это мило. Вот Богородицкий мужской монастырь, где была... Это Богородицкий мужской монастырь, на месте которого, по преданию, была найдена Казанская икона Божьей Матери. Yes! Вот. Казан! Мне очень нравятся виды Казани. Просто вообще классно, супер, волшебно. Просто великолепно. У меня нет слов больше. 5 тебе по саду. Василий Николаевич, с вас 5. А вот 5 по саду надо было раньше выпрашивать. Ну и так у меня там по саду все нормально было. Я писала тексты вовремя, и все было хорошо. А так сейчас у нас не будет сата. Так что уже поздно, моя дорогая. Говорю себе из прошлого. Надо было раньше это показывать. Как же там было много чак-чака. Это просто жесть. И везде там, кстати, были игрушки с котами. Привет из Казани. Кто хочет такую игрушку, ставит лайк. Ну вы посмотрите, ну это самая лучшая игрушка, которую я видела в своей жизни. К сожалению, я ее не купила. Я совершила ошибку, не купив эту прекрасную игрушку.
Сегодня наш последний день в Казани. Мы собираем чемодан, рюкзаки. В общем, собираемся. И я еще прихватила 2 конфеты отсюда. Нам принесли испанский омлет с беконом и блинчики с телятиной и сливочным кремом. Сейчас будем это делить напополам. Вкусненько. Очень вкусно. Причем мы взяли омлет? Испанский омлет с беконом. А, кстати, где он? Вот он. Мы пришли смотреть на панораму города Казани. Сейчас нам опять предстоит подняться по лестнице, как и обычно. Но тут уже прикольненько, так красиво. Давай. Ну надо прыгать. Все, ты умерла. Нас сейчас съедят. Да, это главный герой, до которого нужно дойти, забрать его. Вот все как обычно, жирный сухпайок. Нам еще должны горячие блюда принести. Вот так вот уже домой едем. Ура! Но с другой стороны тоже грустно, что мы уже уезжаем. Мы наконец-то приехали в Москву. Сейчас 1 градус на улице, но ощущается как -5 из-за ветра. Вообще ужас какой-то. Сейчас где-то 6:40, примерно так. Но мы приехали в 6:30. Поездка мне понравилась. Все
супер, классно, топ. Не знаю, как еще выразить свои эмоции. Просто волшебно, невероятно, потрясающе. И я того же мнения. Ну все. Всем пока. Спасибо за просмотр.